So here we are. This is not only the last few sessions of this weekend course, but the last few sessions I will be teaching here in Russia. This year. This year. Это у нас не только две оставшие последние сессии этого курса, но и последние две сессии, которые я в этом году в России провожу. So this afternoon we're going to do some practical sessions together, looking at different psychological techniques that support mindfulness. И во второй половине дня мы поработаем вместе, рассматривая разные психологические техники, практические упражнения вместе выполняем, рассматривая разные техники психологические, которые подкрепляют осознанность, поддерживают осознанность. So if we look at these types on the screen here, можно посмотреть на те типы, которые здесь на экране указаны. Нельзя почетче сделать? Четкость, резкость. Да. Вот сейчас нормально. Is that okay? Да, там в материалах опечатка, понятное дело. Now, this is not necessarily the only way in which to understand a type. Это, разумеется, не единственный способ понимать разные виды типов, разные типы, прошу прощения. But it serves as a good structure for considering our own reactions in times of stress. Но здесь у нас хорошая, Our only reactions in times of stress. This isn't the only way in which we understand types, but this serves as a good structure. Yeah. Да, но это хорошая структура, позволяющая нам понять свои собственные различные реакции в период стресса. So what we're going to do here is I'm just going to demonstrate briefly these types of behavior so you can get your heads around them. Что мы сейчас сделаем? Я кратко продемонстрирую эти разные виды поведения, чтобы вы поняли, что они из себя представляют. And then we're going to break up into groups and play a little game. А затем мы вернемся в свои группы и сыграем небольшую игру, Involving a little bit of role play. в которой будем использовать ролевую игру. So I hope you'll enter into it in the spirit that we intend. Надеюсь, вы будете отнесетесь к игре именно так, как задумано. And take it lightly, but also think about how you might react in times of stress. То есть будете относиться к игре легко и одновременно подумайте о том, как вы сами, в общем-то, реагируете в период стресса. So you have more detailed explanation on the В handout. раздаточном материале более подробное объяснение, если что, можно поделиться. And when you come to find your particular role, you can check up and think about it. Когда вы узнаете, какая роль вам отведена, вы, соответственно, с этим материалом сможете свериться и подумать о том, как себя вести. Now you will notice percentages given, and this is Virginia Satier's way of seeing what types we're more likely to be. Как вы видите, здесь также указано процентное распределение. Вирджиния Сатир утверждает, что такова статистика по тому, как мы наиболее вероятно себя будем проявлять. So actually the greatest number are the placators. Наибольшее число образуют успокоители. So one of those dreadful meetings that our friend was talking about earlier on. Ну вот, например, вы на одной из этих ужасных встреч, которые наша подруга описывала ранее. If there was a problem or something had gone wrong, возникает, скажем, какая-то проблема, что-то пошло не так. And people felt that they were being pressured to admit to something or to find out the answer. И люди вдруг чувствуют какое-то давление, им кажется, что они должны в чем-то признаваться или какой-то ответ выискивать. Because it was a situation with some conflict and nobody would want to be the one in the wrong. Поскольку ситуация включает этот конфликтный элемент in the wrong, to be found out that they were wrong. И никто не хочет признавать никто не хочет оказаться виноватым. The placators, who are particularly afraid of conflict, would be trying to calm the situation down. Успокоители, которые особенно боятся конфликтов, будут стараться успокоить ситуацию. And in order to avoid conflict, they'll be saying, "I'm sure it was me. Please don't blame anybody else. It must have been me." И для того, чтобы всех успокоить, они будут говорить: да, конечно же, это я виновата. Пожалуйста, не вините никого. Это все я. Yeah.
And they would be so anxious about the conflict and aggression in the room that they would be going, please, please, let's just calm down. И будут так чувствительно относиться к конфликту и напряжению в комнате, что вы говорите, пожалуйста, пожалуйста, только успокойтесь. And the next group are the blamers. Следующая группа это обвинители. Now, the blamers create a lot of the conflict, the actual conflict. Они как раз и создают значительную часть самого конфликта. Because their egos definitely don't want to be blamed. Потому что их эго, безусловно, не хотят, чтобы их подвергали обвинению. So here's the finger. И они вот так пальцем делают. It was her. She said to me that I should do it. It's her fault. Это она мне сказала, что мне вот так-то следует делать. Это она все виновата. And no, 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 no. It wasn't me. It was them. Нет, 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 нет. Это не я. Это они вон. Don't talk to me like that. It had nothing to do with me. И не смей со мной так разговаривать. Я тут вообще ни при чем. Okay. So if you get more than one blamer in a group, you're going to have trouble. Если в одной группе появляется больше одного обвинителя, возникают неприятности. There's going to be a finger battle. Такое фехтование на пальце. Okay, so then we come to the computers. Dальше вычислители. I don't know what they were called before computers. I think they were called computers before computers, actually, because it's 70s. Yeah, it so means that they're calculating things. Oh, okay, okay. Да, они по-английски компьютер, Is но that на why самом деле computers were called computers? Yeah, because they compute. Oh, they calculate okay, there you things. go then. Да, они называют Learn как бы something. на английском одно и то же слово компьютер, но это было еще до компьютеров, то есть речь о том, что вычисляет, что человек что-то просчитывает, вычисляет. They're above it all. Они над всем происходящим. They're going to have nothing to do with this childish behavior. С этим детсадовским поведением, в этом детсадовском поведении участвовать не собираются. And they might say, now, come on, calm down, let's just think about this rationally. И они будут говорить, да нет, давайте просто успокоимся, рационально подумаем. And what kind of effect that has on a blamer is to make them even more angry. Как это влияет на обвинителя? Тот еще больше начинает сердиться. Yeah. So don't be like that in here. We need to solve a problem. Не надо вот это все, вот это сейчас. Надо проблему решать. Okay, then we have. Well, we'll finish with the levelers, but then we have the distractors. Only about 1% in a group would be distractors. Это вот то, что касается вычислителей. А дальше у нас отвлекающие. Отвлекающих в группе всего 1%. Do you think perhaps we should have a break? Может, перерывчик сделаем? You hungry? Should we go out for pizza? Ой, ты не хочешь есть? Может, пойдем пиццу съедим? Well, come on. Maybe we can do this another time. Ой, ну давайте в другой раз, да? Давайте в другой раз. Yeah. And so while everybody's at it, they'll just go, did you see that show last night? То есть пока все там с проблемой как-то барахтаются, отвлекающие будут, слушайте, а видели вчера по телевизору-то? And then everybody looks at them and goes, and Все then на goes них back так to it. смотрят и возвращаются к заданному делу. Да? And then we have the leveler. И дальше уравниватель. Now it doesn't take much guessing to see that the leveler is being the most rational. Не нужно особо гадать, чтобы понять, что здесь уравниватель играет самую рациональную роль. They're not avoiding, Он или она не избегают ситуации, but they're not blaming, но при этом также не обвиняют. and they're making sure that they are involved. И при этом стараются оставаться вовлеченными в происходящее. So they will approach it as a problem that needs resolution. Уравниватели подходят к проблеме как к чему-то, что нужно разрешить. Yeah. So ignoring the fact that lots of egos are involved. Игнорируя тот факт, что в дело вовлеклось множество эго. And 4 to 5% were in this category. 4-5% к этой категории принадлежат. Yeah, okay. So what we're saying is in normal times, we are hoping that we would all be like a leveler. Что же мы здесь говорим? Остается надеяться, что в нормальные периоды мы все как бы уравниватели. But when we're under attack, Но когда мы подвергаемся атаке,
or we feel like we need to defend ourselves. Нападкам, или когда мы чувствуем, что нам нужно себя как-то защитить. And then that old lizard and mammal brain will come to the front, and we will react in one of these ways. Lizard and mammal, or leopard, you can call the mammal leopard. Но когда мы оказываемся под угрозой, включается наш рептильный мозг, мозг млекопитающего, и мы оказываемся уже в одной из других категорий, начинаем себя по-другому вести. Okay, so while we reflect on this, what we're going to do is to get into groups of 5, maybe there'll be 6, and everybody will get a bag with all these little labels in. You won't know what you're picking out. Итак, пожалуйста, слушайте очень внимательно, потому что потом 3 раза переспросите. So keep it secret. Вы сейчас снова вернетесь в свои группы, в те же самые. Мы посмотрим, как у вас получилось с этими группами. То есть там точно должно быть или 5, или 6 человек, в идеале 5. Вы в этой группе, то есть сначала мы перетасуем группы, чтобы точно везде было 5, но вы должны вернуться в те, в которых были уже. Мы потом посмотрим, вам выдадут в каждой группе по мешочку, вы вытащите свою роль, и вы никому не должны ее показывать, соответственно. And then you're going to role play a scenario taking that part. So you need to think about how are you going to react. It requires some talent. И вы будете разыгрывать ситуацию, исполняя свою собственную роль. То есть вам нужно будет подумать, что вы в этой роли будете делать. Что от вас потребует определенных актерских дарований. The good news is you won't be asked to perform to anybody else. Хорошая новость в том, что вам не придется свою сценку демонстрировать остальным группам. Unless, of course, you want to. Если, конечно, не возникнет особого желания. So, we all understand the game. Все поняли игру? Okay, so now the only other thing is, do you need to be given a scenario, or would you prefer in your groups to come up with something that is relevant to you? Только один вопрос остался. Предпочтете ли вы, чтобы я вам дала один сценарий на все группы, или вы хотите в каждой группе сами придумывать, какой сценарий вам для жизни подходит? One for all. One for everybody, the same one. Yeah. So do you want, so we need a vote then, do you want a work situation or a kind of family situation? Все закричали про один, почти все. Давайте тогда голосуем. Вы хотите ситуацию из профессиональной жизни или из личной, семейной? Work situation. Кто за работу? Ooh, family situation. Кто за семью? Okay, so you have a family situation and something's gone wrong. I mean, I'll make a suggestion, but by all means, make your own. Итак, у вас какая-то семейная ситуация, и все что-то там пошло не так. Я сейчас вам порекомендую вариантик, но вы можете придумать свой собственный. We were discussing the fact that maybe the refrigerator hadn't been paid for, so the debt collector or somebody was either going to come and collect the fridge, or there was going to be big trouble. Мы такой вариант обсуждали. Значит, вы не заплатили вовремя за кредит по холодильнику, и дальше либо кто-то придет, заберет этот холодильник обратно, либо у вас будут крупные неприятности. So who hadn't paid, or you know? Кто не заплатил там? Or if there had been a letter, where did the letter go? Если было письмо с предупреждением, куда его засунули? Did somebody throw it away? You know, you can imagine. Кто-то выкинул, ну и дальше там можете себе представить. That's if you can't think of your own, but if you think of something more interesting, please. Если не можете свою собственную такую придумать, если, конечно, что-то поинтереснее, придумайте, пожалуйста. Okay, so if you would like to get into your groups, and then Lena and friends will come round with your bag of labels. Так, сначала вернитесь к своей группе, а затем Лена и друзья обойдут вас уже с мешочками. Thank you for participating with such enthusiasm. Спасибо, что поучаствовали с таким энтузиазмом. There was some great acting talent in the room. Да, в помещении собралось немало талантливых актеров. Right, so from that little exercise, what did we discover in terms of making a conversation or making a conversation work or resolving conflict? Что же мы благодаря этому простому упражнению узнали о том, как выстроить работающий диалог или разрешить конфликт?
что это невозможно. That it's impossible. It's impossible. Yeah. Для начала всем нужно успокоиться. First everybody needs to calm down. Calm down! Успокойтесь! Sorry, yes, what were you going to say? Чем больше вовлечен в ситуацию, чем больше она тебя она лично касается, задевает, тем больше у тебя роль повышается в этом смысле. Ага. Повышается? В смысле, в сторону обвинителя двигаешься? Ага. The more involved you are in the situation and the more it personally concerns you, the higher you get on this scale. I think there's some truth in that if you own some idea or you're very involved in that particular problem, then your emotions will be more extreme. Думаю, в какой-то степени это правда. Если вы держитесь за какую-то идею или если вы в нее как-то вовлечены, эмоции ваши оказываются более радикальными. Any other comments? Какие-либо еще замечания? Yes. Очень многое зависит от того, как человек с каким темпераментом, насколько сильно сможет проявить одну из своих ролей. То есть, если обвинитель окажется сильнее уравнителя, то будет конфликт. Если уравнитель окажется сильнее обвинителя, то он не сможет минимизировать его. Thank you. Спасибо. Итак, в зависимости от того, каков темперамент самой личности, она сможет в большей или меньшей степени успешно сыграть свою роль. Если обвинитель сильнее, то будет конфликт, а если успокоитель, то все успокоятся. Depending on the temperament of a specific person, of their personal traits, they might be more or less successful in playing their role. For example, if the blamer is a stronger person in the conversation, then the conflict will arise. Whereas if placator is strong as a personality, then they might actually calm everybody down. Yes, but the point. Thank you. Да, спасибо. The point of this is to be able to recognize from this point on that people are in a role. Назначение этого упражнения в том, чтобы отныне и впредь мы все с вами понимали, люди в ситуации играют роль. That in times of conflict we go into a particular type. В период конфликта мы переходим включаемся в конкретный тип. Because that's how we've learned to survive. Потому что этим способом мы научились выживать. So often if you think of a family unit, obviously a lot of people were thinking of family situations. Если вы, например, подумаете о семье, очевидным образом многие здесь как раз семейные ситуации разыгрывали. I'm going to use a stereotypical gender bias here because it was also my experience growing up. Сейчас опишу ситуацию, основанную на стереотипах и предвзятых представлениях о гендерах, потому что это соответствует в каком смысле опыту моего собственного взросления. But if, for instance, you have grown up in a family where the father is particularly not aggressive, but forceful. Предположим, что вы выросли в семье, где отец не сказать, что агрессивен, но любит демонстрировать силовой подход какой-то. Often displaying quite a fragile ego. They need to be seen to be right. И при этом демонстрирует хрупкость эго определенную. Все должны считать меня правым. And they may, with the children, have a more disciplinarian role. И тогда с детьми такой отец играет роль того, кто прививает дисциплину в большей степени. Then the mother, in order to calm all the family emotions down, will be a placator. Let's just calm down. И тогда мать, чтобы успокоить, соответственно, разгорающиеся в семье конфликты, будет как раз успокоителем. Ой, нет, давайте все успокоимся. Yeah. Sit down, dear. Have a drink. What can I get? Just you calm down. Садись, дорогой, выпей чего-нибудь, давай что-нибудь тебе принесу, просто успокойся. And then who knows, amongst the children you may well have a distractor who hates the conflict and will say, come on, Dad, let's watch something good on TV. И среди детей вполне может найтись отвлекающий, который ненавидит конфликты и скажет, да не, пап, давай там телевизор посмотрим. Or the computer that says, I've got homework to do, I'm going upstairs. Или вычислитель, который скажет, нет, мне надо домашнюю работу делать, пойду-ка наверх.
But then you might get a kind of rebellious child who is then going to confront the father because they're going to court, you know, they're right. And Dad, you need to listen to me. Но можно найти себе такой We're going like this. Who's the most powerful? который будет, не постесняется бросить вызов родителям и сказать: нет, папа, это ты меня послушай. So I don't know if you recognize that. Не знаю, знакомо ли вам это все. Does that resonate? Well, we're getting lots of yeses. Созвучно ли? Ну, многие кивают, да. As I said, it's a generalization and it's stereotypical, but I recognize it within my family. Как я уже сказала, это обобщение, оно основано на стереотипах, но в собственной семейной ситуации в детстве я его как раз вижу. So the blamer, you could say, perhaps has a lot of anger, a lot of fire. А у обвинителя, как могли бы мы сказать, много гнева, много огня. And the placator perhaps is just scared of conflict. А успокоитель, может быть, просто боится конфликта. They're not going to resolve anything. Он ничего не разрешит. They're constantly in a situation where they're having to calm things down, and they never get an opportunity to really express themselves. Они все время в ситуации, где приходится что-то кого-то успокаивать, и никогда не выдается возможность себя как-то выразить. So we enter into a kind of role play situation, which we take to other situations. То есть мы как бы оказываемся в этой ситуации ролевой игры, которую затем переносим же и в другие ситуации. This is in times of stress, not times of stress only. Это касается именно периодов стресса, не в жизни в целом, а именно в период стресса все это. Okay. So is there any further comment from your discovery of this? Yes. Хотела просто, я была успокаивающим, хотела сказать, что я себя очень сильно как жертву чувствовала, да, что я готова, что не произошло, много говорю, да? Ага. Не, нормально. Себя, да, все расходы, все, и это очень жертвенная позиция, то есть мне мало достоинства к себе. Мне, когда я играла в группе роли успокоителя, мне показалось, что это очень жертвенная позиция. То есть я готова была на себя всю вину принять за все вообще абсолютно. То есть жертвенность и мало при этом чувство собственного достоинства ощущаешь. I was the placator in my group, and I felt like this is a very victimized position. You feel like a victim, and you're very much willing to take upon yourself all the blame, all the responsibility, whereas the self-esteem becomes very, very diminished. And this is why it's quite common, perhaps in the situation I've described, because the mother will be coming between the father and the children. И это очень типично как раз в ситуациях, которые я описала, потому что мать вынуждена встать между детьми и отцом. Whereas the father, also very difficult, they have a role in terms of being the boss of the family, and they have to try and maintain it. А отцу тоже приходится очень сложно, потому что у него тоже роль такого начальника в семье, и нужно пытаться ее поддержать. Yeah, and so we can see, you know, all the dilemmas that arise out of our upbringing are transferred into adult life. И мы видим, что все эти дилеммы, проистекающие из нашего взросления, мы переносим с собой во взрослую жизнь. Okay, so let's ask anybody who played a blamer in the room, what was it like? Did it go against your character, or did you recognize it? Давайте спросим тех, кому пришлось сыграть обвинителя. Соответствовало ли это вашему характеру? Было ли это противоположно вашему собственному характеру, или наоборот показалось созвучным? A blamer, yes. Tenzin, what was that like? Я был обвинителем, это было мне не очень характерно, и в группе даже у некоторых из нас чувствовалась неудовлетворенность тем, как я, например, проявляю свою роль, в то время как другие в группе хотели меня взять, например, эту роль, а им нужно было быть успокоителем. Мне кажется, это много о группе говорит. Итак, моя группа, мне было это не очень соответственно, и моя группа не удовлетворила мое актерское представление. Люди даже хотели забрать у меня эту роль, вместо того, чтобы играть свою собственную успокоителя. It was not very natural for me to be the blamer in my group, and in fact, my group was dissatisfied with my performance, and some people in my group insisted upon taking the blamer role from me instead of playing their own placator role. And then I said that says more about the group than just me. No, I get that. Yes. Я не сомневаюсь. He said it was interesting. I said, I bet.
What about the distractor? Did anybody play a distractor? Что насчет went against their character? Было ли так, что вы были отвлекающим, и это при этом не соответствовало вашему характеру? Yes. Скучная. It seemed like a boring role. A boring. Yes. What did you want to play? А кого хотелось при этом сыграть? Было бы интереснее гораздо любого другого. Anybody else would be more interesting. Even the computer. Даже вычислители? Okay, we got any computers in the room here? Были ли тут вычислители? Yes, please. Обычно я вычислитель в таких ситуациях. То есть я сразу говорю, что от меня надо, и отстаньте от меня. Обычно я вычислитель в таких ситуациях. Сразу спрашиваю, что от меня надо, и прошу отстать от меня. Usually I'm the computer in situations like this. I just ask people what they want from me and then tell them to leave me alone. So you disinvolve yourself. То есть вы отстраняетесь. Yeah. Да, тут предложили составить график уборки. Я бы сразу сказала, хорошо, вот выберите мне день, повесьте на стенку и отстаньте от меня. Предложили составить график уборки. Я сказал, да, выберите мне день, повесите на стену и все, отстаньте от меня. And then in the situation, someone suggested making a chart of who does the cleaning and on what day, and I said, okay. Sure, just let me know where my slot is, and then just leave me alone. Right. Okay. What about the leveler? Что насчет уравнивателей? Okay. How hard was it to be a leveler? Насколько же сложно вам было быть уравнивателями, окруженными всеми этими людьми? Игорь? Да, мне кажется, что управление — это единственный, кто действительно должен думать в этой ситуации. Потому что у остальных сценарий более-менее прописан, у уравнителя нет сценария. Что значит говорить все как есть, во-первых, да, непонятно. И как быть открытым и честным. Кажется, что ему одному нужно думать, потому что у всех роль прописана, а у этого нет. Приходится подумать, что надо делать. Ведь надо, например, говорить как есть, а как есть-то. It seems like that's the only role that actually involves any thinking, because all the others have their roles prescribed for them, but this one has to actually think what to do. And also it says to tell it like it is, but it's not clear how it is. Мне было очень скучно, потому что в этой ситуации нечего было уравнивать, у нас не было конфликта как такового, и поэтому скучно было. А мне было очень скучно, потому что у нас не было конфликта, и поэтому было скучно. Нечего было уравнивать, и потому было скучно. It was very boring for me because we had no actual conflict in our situation, and so it was. That's your fault. That's your fault. And it was her. Oh dear. Okay, so are we agreed? Oh yes, please. Yes, last point. Разную роль. Это здесь были как бы роли распределены, но по моему жизненному опыту мы в разных ситуациях можем оказаться в любой из этих ролей. Well, we were given a role in this case, but from my life experience, it seems like we can be playing any one of these roles in different kinds of situations. Yes. Да, хорошо. Yes. Друзья, это был последний. Okay. Ilya. Yeah. No, go on. Well, you said it was the last comment, so I'm saying. Well, no. Yeah. Let's have these two. A question? Yes. Мы в прошлый раз, в прошлой сессии говорили, что важно держаться за личный код этики. Да? Но здесь получается, что чем сильнее мы за что-то держимся, тем сильнее мы затрагиваемся. Тогда как? А что, простите, я не понял. Ну, просто еще раз повторите, я не понял грамматически. Да. Мы до этого обсуждали, что важно иметь свою личную этику, держаться за нее. А здесь мы обсуждаем, пришли к тому, что чем сильнее мы за что-то держимся, тем сильнее мы вовлекаемся, тем сильнее нас затрагивает. Тогда как уравнить, иметь этику, за нее держаться, и в то же время не вовлекаться так сильно, за свои ценности?
Итак, в прошлой сессии мы говорили о том, что нам нужно иметь этические принципы, которых мы держимся, а здесь мы сказали, чем больше мы за что-то цепляемся, тем больше конфликта у нас возникает и проблем. Как совместить эти две вещи? Готовность держаться за свою этику и необходимость не держаться слишком сильно за что-то. In the previous session we've said that we need to have a personal ethical code and need to cling to it. But in this session we said that the more we cling to something, the more problems arise, the more difficulties there are. So how to reconcile these two things? They need to have a personal ethical code that you cling to, and also clinging is the reason, the cause for problems. I think the word clinging is one I haven't used. So clinging is saying, right, in all situations I must never lie. I must never lie. Yeah, if you're clinging to that particular one, you're saying, I must never lie. Здесь просто много, слов, и слово цепляние применительно к этике я не использовала. То есть, if you're clinging, like in a negative way, right? Because, in a negative way. Если я как бы цепляюсь в плохом смысле за свою этику, я говорю, никогда не надо лгать. Нельзя когда-либо солгать. But we must always use our intelligence in a situation as what is best. So although we've got a guide, we are then being flexible in order to find the right solution and action. Но нам необходимо в любой ситуации использовать свои умственные способности, чтобы отыскать оптимальный вариант. И хотя у нас есть эти руководящие принципы, которых мы держимся, мы тоже проявляем здравый смысл, чтобы отыскать конкретное решение. So we don't cling to an ethical guide. We try to embody it in our life to the best of our ability. И потому мы не цепляемся за свой этический кодекс, мы стараемся применять его в своей жизни настолько, насколько удается. And the stronger we have an understanding of what causes suffering to others and ourselves, и чем больше в нас понимания того, что причиняет страдания другим и нам самим, the less we are likely to harm others. Тем меньше вероятность того, что мы другим навредим. But again, a lifetime's practice. Но опять-таки это практика на всю жизнь. And always being gentle with ourselves. И мы всегда стараемся быть мягкими с собой. It's a combination of being gentle, but also being firm. Это сочетание мягкости и твердости. Like we would be with a child. Как сочетание, которое мы бы применяли с ребенком. With our beloved child, you know, if they did something wrong, we wouldn't reprimand them, but we'd be gentle with them, but we'd say, you can't do that again because, and give them a reason. We wouldn't reprimand, or we would reprimand? Well, we wouldn't reprimand them in a violent way. We'd be firm, but we'd be gentle. Как со своим любимым ребенком. Если ребенок что-то сделал не то, мы не будем его гнобить, но, проявляя мягкость, мы твердо скажем, так поступать не следует. So was there a second part to her question? Or is that answered? Did that answer? Я на ваш вопрос ответила, да. Okay. And the point before, I think the point before, in that we find ourselves in these different roles with different groups of people at different times. И возвращаясь к предыдущему замечанию, действительно мы оказываемся в этих различных ролях, в разных группах людей в разные периоды времени. And for sure, we may be in a situation where somebody is being a leveler and your skills aren't required at all. So you can just say, I'll do this bit, you get on with it. Which bit? Well, the example here of doing the cleaning, I'll do this cleaning. So she said she could be a computer. So we do the because somebody else. Yeah, because somebody else is managing it. И мы можем также оказаться в ситуации, где наши навыки как уравнителя оказываются ненужными, потому что в группе уже есть уравнитель, он уже решает вопрос, и как и в приведенном примере, раз уж кто-то там предложил составить расписание, мы можем выступить в качестве вычислителя и сказать, ну, пожалуйста, поставьте мне расписание, и все. So we're using our common sense and our wisdom. То есть мы используем свой здравый смысл и свою мудрость. But this is just recognizing that in times of stress, emotions are stirred, and we can go into a mode of behavior which is not constructive. Но здесь нам просто нужно осознать, спасибо, в период стресса наши эмоции могут стать растревоженными, и мы можем погрузиться в вид поведения, который не конструктивен. Let's go to the next one. So how to be constructive is described by Virginia Satir, just as an example, as a leveler. Итак, как же нам оставаться в конструктивном режиме? Вот. Can they go back to their seats? Do they need to stay? No, they can go back to their seats. Можно на свои места, кстати, вернуться. We're going to stop in a minute anyway. Но мы все равно через минуту остановимся. Yeah.
Так что можно еще подождать. do this and then have a break. Давайте сейчас... Everyone. Doesn't matter. Our session coming up. Итак, мы смотрим на то, как оставаться конструктивным. Мы смотрим на вопрос о том, как оставаться в конструктивном режиме, проявляя навыки уравнителя так, как их описывает Вирджиния Сатир. So, if I just noticed I know I can't. It's a leveler. Я говорю, я только картинку увидел, это уравнитель. Joey found it. Yeah, Joey found it. It's his sense of humour. It's good. It's very good. Oh, the appreciation at last for the imagery, I'll tell him. Okay, so this makes common sense, and hopefully in the last session, you know, it being only an hour left after the break, we'll at least refer to some of these and have a go at some of them. Итак, все это привязано к здравому смыслу. И в последней сессии, а у нас, собственно, останется всего час от всего семинара, мы постараемся к некоторым из этих вещей сделать отсылку, а некоторых поупражняться. We have talked about body language before and being mindful about how we stand. So, open body language. Мы обсуждали с вами язык. I don't think we did. We did that. Was that in the other? That was Friday, wasn't it? It was this course. Yeah, it was Friday. Yeah, sure? yeah, it was. Okay. Thank you. Да, мы, соответственно, язык тела мы с вами уже обсуждали. Yeah. Open listening. Открытое слушание. And listening skills are very particular and can be learned. Навыки слушания — это очень конкретная вещь, их можно освоить. And honesty in our communication without trying to avoid conflict or prove a point. Честность в коммуникации, при которой мы не пытаемся при этом избегать конфликта или доказывать какое-то свое конкретное мнение. Again, to be rational, you have to be objective. Опять-таки, чтобы проявлять рациональность, нужна объективность. And adult conversation without games. А беседа взрослого со взрослым без игр. And by games, we mean the kind of ego games that we go into when we want to be proved right. Под играми подразумевает те игры, в которых мы хотим оказаться правыми. Играем во что-то, чтобы доказать свою правоту. And people who make diplomats or who are leaders in organizations, they know that the best way to get people on their side is to disarm them, not get them on the defensive. Oh, so defensive refers to others, not to your own being defensive. Both, Okay. yes. Да, и люди, которые как бы занимаются дипломатией, или управляют крупными организациями, знают, что лучший способ взаимодействия с людьми в том, чтобы их обезоружить, а не впадать взаимно в защитный режим, где ты начинаешь обороняться, они начинают обороняться. So it's about building rapport with people, keeping the conversation going and getting them on side. И потому в процессе общения важно выстроить рапорт, запустить, вести диалог, продолжать вести диалог. Keeping them on side, on your own side. Да, и сделать так, чтобы люди оставались на твоей стороне. Can you explain what rapport is? Rapport is when you build rapport with people, you build through your body language and through the way you listen, you build a communication skill between you that is open and trusting. So like resonance? No, not like resonance. Well, I don't know. Rapport is a... Do you know? Is there not a Russian word for rapport? Well, it's just professional slang. But when explaining it, at least in Russian, we'd often say we that don't have it as professional slang. It's an empathetic resonance that allows you to communicate. Yeah, but that sounds fine. That's Да, можно сказать, что
Да, можно сказать, что вообще рапорт в русском языке есть, просто это конкретный термин, да, психологический. Речь идет о как бы эмпатическом созвучии. У вас между вами устанавливается эмпатический резонанс или созвучие, в силу которого вы способны общаться. Yeah, if a teacher has a child who's been causing a lot of problems. Например, у учителя в классе какой-то ученик, который там много неприятностей And if they confront them, then the child will just get more rebellious. И если учитель подвергнет как бы ученика нападкам каким-то, то ребенок лишь еще больше восстанет. But if they get them on their own and ask them about their life and they are building rapport with them. Но если учитель с ребенком остается один на один, задает вопросы о своей жизни, выстраивается этот самый рапорт. A basis for communication. Otherwise, you're just Основы для дальнейшего общения. В противном случае вы как бы не в ладах. Да. Okay. I think it's time for a break. I'm going to select out of a range of potential activities what can be most useful to finish off with. Итак, сейчас время перерыва, а я пока выберу из широкого спектра активностей, которые мы могли бы еще позаниматься, те, которые окажутся наиболее полезными. So it's 20 past, so 25 to. Пожалуйста, давайте продолжим в 3:35. So we come to our last session. Вот и пробил час последней сессии. Unbelievable. So let's have a look at this particular slide. Поверить невозможно. Давайте посмотрим на вот этот конкретный слайд. Because following that rather boisterous activity, we can now come to a place of quiet reflection. Потому что после этого довольно бойкого вида деятельности мы наконец можем погрузиться в спокойный режим размышления. And I'd like to just guide you through this using some of the handouts so that you can refer to them. И мне бы хотелось вас по этому процессу саморефлексии провести, используя один из раздаточных материалов. Так что посмотрите на страницу 7, пожалуйста. So if you look at some barriers to effective communication. Некоторые барьеры для эффективной коммуникации. There's just a whole list there which you can scan through and perhaps just circle things which you feel might apply to you. Вот вторая половина 7-й страницы. Все нашли, да? Здесь целый список самых разнообразных вещей. Вы можете просмотреть этот список и, например, кружочком обвести те, которые, как вам покажется, применимы лично к вам. And before you do this activity, please do employ your higher self or your observer, whatever you want to call it. Но прежде чем заняться этим видом деятельности, обратитесь, пожалуйста, к своему высшему я или своему наблюдателю, как бы вы эту часть себя ни называли. Because we are recognizing that actually this ego is a bit of a false friend. Потому что здесь мы распознаем, наше эго — это как бы наш ложный друг. We need a healthy ego in order to survive in life. Да, чтобы выжить в жизни, нам необходимо здоровое эго. But often due to our experience and conditioning, we end up with an ego which is not really fit for service. Но часто в силу того, как на нас влияет среда, в силу того, как мы росли, эго наше оказывается как бы непригодным для использования. Layered with all kinds of insecurity and fears and low self-esteem. Сокрытым под слоями всевозможных видов неуверенности, страхов и низкой самооценки. Resulting in all kinds of egotistic behavior. Что приводит к всевозможным видам эгоцентричного поведения. And just remember, we are all the same in this. И здесь важно помнить, мы в этом вопросе все одинаковые. So we need a lot of loving kindness and friendliness towards ourselves. И потому нам нужна значительная доля любящей доброты и дружелюбия по отношению к себе. A lot of compassion. Много сострадания. I'm a human. Я человек. I've had this kind of life. Такая вот у меня была жизнь. And now I'm trying to do something about it. А теперь я стараюсь на весь этот счет что-то предпринять. And always compassion for others so that we remain equanimous with everybody
not feeling either lower or higher. И мы всегда поддерживаем сострадание других, чтобы сохранять некую равностность, не чувствуя себя ни выше, ни ниже. And you could say that's the meaning of the word leveler. Можно сказать, что в этом вот смысл самого понятия уравниватель или уравнитель. A leveler is someone who brings everybody into the same place. Кто такой уравнитель? Человек, который всех приводит в единое пространство. So it does require quite a lot of skill. Для этого требуется значительная искусность. And self-managing our own egos. И способность самостоятельно работать со своим собственным эго. Because if there's any sign that we are feeling superior, the blamer will see. Потому что если мы проявим какие-то признаки чувства собственного превосходства, обвинитель их в нас увидит. Others will see through our mask. Другие увидят, что у нас там под маской сокрыто. Oh, I'm a Buddhist practitioner. I don't think we should be angry here. Я буддийский практикующий, не думаю, что нам следует сердиться. Let's do some yoga. Давайте йогой сейчас позанимаемся. Yeah, no. It's We're all human beings. We're all human beings, and therefore we just all need to respect one another. Мы все люди, и нам просто нужно друг друга уважать. And indeed, as the Dalai Lama said, there's a lot of better Christians out there than there are Buddhists. И как отмечает Далай-лама, хороших христиан часто гораздо больше, чем хороших буддистов. So whether we think we're being Buddhist or mindful or Muslim or secular or whatever we think about ourselves. Так что считаем ли мы там себя буддистами или осознанными, или христианами, или людьми светскими, как бы мы там себя не воображали? It's just a label. Все это ярлыки. Yeah. Okay. So if we're using this for self-reflection, если мы используем это упражнение на саморефлексию, we can consider the description of the leveler that we had before. То можем посмотреть на описание уравнителя, которое у нас ранее приводилось. Okay. We can think about ourselves in certain situations, perhaps when we are a leveler, but perhaps in others when we get upset. Sometimes we will be a leveler, and sometimes we will be upset, disturbed. Глядя на это объяснение, описание, мы можем подумать о своем поведении в разных ситуациях. В тех, в которых мы оказываемся уравнителем, и в тех, на которых мы, наоборот, расстраиваемся, тревожимся. And we can reflect, perhaps there's a certain family member that always pushes our buttons and we revert to a kind of childhood type. И мы можем, например, подумать, ну, есть какой-то член семьи, который всегда нас за живое задевает, и мы возвращаемся в свой детсадовский режим. And for myself, I used to recognize that I could be very respected and act like an adult in all situations, except when I returned to my family. Например, я могу там себе сказать, я знаю, что меня очень уважают, и я могу себя достойно вести во всевозможных ситуациях, но вот за вычетом общения с собственной семьей. And then I would always get, now Ondy, don't be so silly. Somebody would say. Yeah. И там I'm не not обязательно, identifying who. Там не обязательно кто-нибудь, не буду сейчас называть имя, он скажет, ну давай, Онди, не тупи. And I would immediately feel like silly Ondy. И я немедленно себя ощущу тупой Онди. Yeah. So we all know our roles in families and how that is frustratingly returned to when we come home. Мы сами знаем, какую роль мы играем в собственной семье, и знаем, насколько досадно в ту же самую роль возвращаться, когда домой приходишь. And I'm sure a lot of you will be aware of a famous quotation by Eckhart Tolle. Думаю, многие из вас знают знаменитую цитату из Экхарта Толле, who says, if you think you're enlightened, try living with your family for a week. Который говорит, если мните себя просветленными, попробуйте пожить с собственной семьей неделю. So who's in my head? A parent, sibling or spouse? Так кто же живет в моей голове? Yeah. Родитель, брат или сестра, или супруг, супруга? And is there something genuinely about me that's making my behavior toxic? Am I a difficult person? И если на самом деле в моем поведении действительно что-то, что делает поведение мое отравляющим, а меня человеком сложным? I've had so many people, including myself, that when they were the first faced with this concept, многие люди, и я сама, впервые столкнувшись с самой этой мыслью, were suddenly in shock and went, "Oh my God, it's not them, it's были me." на самом деле шокированы и осознали, так это не в них проблема, а во мне.
That's quite a shock when you've lived your life always blaming others. И это довольно большой шок, когда привык всю жизнь просто обвинять других. To suddenly think you are somehow being really awkward. Awkward, difficult. No, Yeah. I know. Awkward. I'm just making sure that's what you want. Yes, yeah. Awkward. Yes. Когда... Yeah, not clumsy, not clumsy. Well, difficult. Yeah. Да, ну и, соответственно, ведь иногда испытываешь шок, осознав, что это ты трудный человек на самом деле, ты себя странно как-то ведешь. And if I'm not stroppy and feisty, then am I just being passive and docile? The victim. А следующий вопрос, если я не бойкая и цепкая, не оказываюсь ли я просто пассивной и послушной, жертвой? So we might consider, when we're self-reflecting, if we really look at conversations with people, how are they when they're with me? Осуществляя эту самую рефлексию, мы можем подумать, как во взаимодействии со мной люди себя ведут. Do I dominate the conversation and just talk at people? Доминирую ли я в разговоре, просто вещая для людей? Are people just standing there going, I'm waiting for the opportunity to leave? Так что люди просто да, и ждут возможности хоть слово вставить. Am I lecturing people? Am I trying to push my point of view onto others? Читаю ли я людям лекцию, пытаюсь ли я им навязать свое мнение? Because it can be a shock that some people actually find us difficult. Ведь нас может шокировать мысль о том, что каким-то людям мы кажемся людьми сложными. And you might think, are you kidding me? I'm the easiest person in the world. И может быть мы подумаем, вы что, шутите? Со мной как ни с кем иным в мире легко. So deluded, so self-deluded. Полная помраченность, ну просто полный самообман. So if we go on to the next one. Посмотрим на след. You're going to do that reflection, but I'm just showing you this one Да, because I'm вы сейчас putting it all выполните это together. упражнение, а перед этим я вам вот этот слайд покажу. Yeah. So, am I difficult? And identify if there is one person who you have problems with that you want to work with. Итак, сначала вы там думаете, не являетесь ли вы случайно сложным человеком, а потом, соответственно, пытаетесь подумать, есть ли у вас в жизни один какой-то сложный человек, над отношениями с которым хотелось бы потрудиться. So I'm just going to give you a few minutes. You can use that one, and you can also use dealing with difficult people, the temper tantrum. We're not going to act it out, but you can just have a look. Я вам дам несколько минут, вы, соответственно, можете вот с барьерами разобраться и также посмотреть потом на следующую часть обращения с трудными людьми, вспышка гнева. Мы не будем там ролевую игру делать на эту тему, но вы просто можете просмотреть этот материал. And I encourage you, make a few notes to yourself. Mental notes or written notes about, am I a leveler? Да, и я вас призываю для себя сделать какие-то пометки, умственные или на бумажке, для собственного использования, насчет того, являетесь ли вы уравнителем. So let's go back to who is in my head. Так что вот, возвращаемся, да, кто живет в моей голове. So we're going to enter the last activity of the afternoon before we do a finalizing meditation. Прежде чем, соответственно, сейчас мы выполним последний наш вид деятельности перед заключительной медитацией. And we're looking at the handout, having a meaningful conversation. И мы с вами здесь смотрим на раздаточный материал под названием «Ведение осмысленной беседы», страница 8, вторая половина. Having considered ways in which we don't communicate very well, we're now going to practice communicating extremely well. Теперь, когда мы подумали о том, почему мы общаемся не особо хорошо, давайте пообщаемся особо хорошо. So here's some guidelines into how to listen. Некоторые подсказки о том, как слушать. And just to summarize this, I think you could say that when we're in conversation with people, обобщая их, можно сказать, когда мы ведем какой-то диалог с другим человеком, usually we're far more interested in finding a gap in the conversation so that we can speak. Обычно мы гораздо больше заинтересованы в том, чтобы возникла пауза, в которой мы сможем свои слова вставить. Rather than actually listen to the other person. А не слушаем другого человека. And it always astonishes me how actually you can have conversations where people are overlapping all the time, never actually
really hearing what the other person is saying. И меня просто поражает, насколько часто случаются разговоры, в которых речь людей накладывается друг на друга, так что ни один на самом деле не слушает то, что говорит второй. So often we can have conversations with people and we're missing what they're really trying to say. То есть часто мы как бы ведем диалог с человеком, но упускаем то, что человек на самом деле пытается донести. So this is where we can really apply mindfulness, a certain level of sensitivity. И вот здесь-то мы можем применить осознанность, чтобы добиться определенного уровня чувствительности. That takes in the whole of the body language. Чувствительности, которая считывала бы весь язык тела. And really ensuring that we've understood what they've said. Так что мы наверняка поняли, что человек... чтобы мы проверяли, удостоверились, что правильно поняли сказанное человеком. If you have a look at the handout, можно посмотреть на раздаточный материал. Actually, this describes methods that counselors use. Здесь описываются на самом деле методы, которые используются профессионалами в психологическом консультировании. So, for instance, in building in building rapport with somebody, they will actually mirror the client's behavior. Для того, чтобы простроить рапорт с клиентом, терапевт или консультирующий психолог будет отражать язык тела своего собеседника. So if our client sits here like this, то есть если клиент сидит, например, вот так, we don't sit there like this. Мы не будем вот так сидеть. We tend to also lean forward. А точно так же наклонимся вперед. You want to be careful you don't turn into a mirror mime. Тут, конечно, не надо мимо изображать. But you're generally showing that you're interested. Который все действия повторяет. Просто вы в целом демонстрируете искреннюю заинтересованность. And there's eye contact. Присутствует визуальный контакт. And you are also encouraging them to speak with your facial gestures. И вы также человека ободряете на то, чтобы он говорил своим выражением лица. As our gentleman over there pointed out earlier, people are much happier if they're smiling at them. Как и сказал сегодня благородный джентльмен, люди гораздо больше радуются, когда им улыбаешься. Okay, so that's a kind of some guidelines. And then if we look at this sheet, this is the actual format you're going to follow. Это, соответственно, подсказки, принципы, а на раздаточном материале описан формат, который вы сейчас будете использовать. And of course you're going to have some practice with this. You're going to have to practice. Вам придется в этом поупражняться. Придется. So we want 3 people in a group, A, B, and C. Группы нужно будет разделить, вам нужно будет разбиться на группы по 3 человека. И в этой группе вы будете А, Б и В. If we've got an odd 4, then we'll sort those out later. Если получится какая-то четверка, мы тогда с ней лично разберемся. So A starts talking about themselves. Of course they do. А начинает говорить о себе. And then B does not repeat what A says, but clarifies what they've said with another statement. А Б не повторяет просто сказанное а проясняет сказанное, используя другую фразу. Then другое утверждение. A then responds to confirm whether that's correct or not. А отвечает на замечание Б, чтобы подтвердить, правильно было понято или неправильно. And then C will add to that discussion. А В дополняет сказанное в разговоре. So the point you're trying to reach is that A feels totally understood. К чему вы стараетесь прийти? К тому, чтобы А почувствовали, что их полностью поняли. And then at the end, B and C will summarize what they feel the communication has been. А Б и В после этого в конце должны обобщить своими словами то, что в разговоре было обсуждено. A has the final word. А говорит последнее слово. Because they then assess whether B and C are correct. Потому что после этих обобщений А должно оценить, правильно все Б и В поняли или неправильно. This is not to suggest that you utilize this method in all your conversations. Ни в коей мере вам не рекомендую. То есть это не рекомендация такой вот формат использовать во всех своих беседах. Так все свои беседы строить. Otherwise, you'll never get any conversations finished. Иначе у вас никогда никакой разговор не закончится. But what it's doing is helping you recognize what it's like both to listen and to be listened to.
Но этот формат помогает вам понять, каково слушать и каково быть тем, кого слушают. So obviously in a counseling situation, the client is the one that's being listened to. Очевидным образом, в ситуации с диалоговой терапией, клиент – это тот, кого слушают. And the counsellor is in a listening role and really needs to be sure they understand what the client is saying. А психолог – это тот, кто выступает в роли слушающего. И ему, соответственно, или ей нужно проверять, правильно ли он или она поняли сказанное клиентом. But it's a really good exercise to check out actually when we're listening to somebody whether we're really hearing them. И это хорошее упражнение, которое позволяет, когда мы кого-то слушаем, понять, слышим ли мы на самом деле, что человек говорит. And you can have a little look at these as well Вы and также just можете посмотреть на эти see how the принципы. activity goes. Ну и вообще посмотреть, как у вас там все пойдет. Okay, so you can sort out and maybe even change roles A, B and C in your threes, get into groups and have a go. Итак, вам нужно будет разбиться на группы по 3 человека. В группе вы потом можете поменяться этими А, Б и В. Да, и попробуйте. Ну, попробуйте сами, Лена вам поможет, если что. В идеале расстаньтесь с мужем, женой на эти минуты. Well, I hope you enjoyed that. I had some fun with it. Надеюсь, вы получили удовольствие и позабавились. Did any of you feel how easy it is to have misunderstandings? Удалось ли кому-то прочувствовать, насколько легко неправильно понять друг друга? Yeah. You're answering for her. It's just an interesting little exercise to do because we often project onto what we think we're hearing rather than actually hearing what's being said. Have you got that? No, He's fading. They were distracted. They were looking. Well, use your concentration. I know. Try yourself. 15 more minutes. Очень легко подумать, что мы что-то там поняли, а на самом деле речь шла вообще про другое. Успокойте себя, еще 15 минут всего только осталось. So, just a little fact to leave you with is some research that was done in the 80s, so I'm sure it's even worse now. Факт, над которым вы потом можете поразмыслить на досуге. Из исследований, которые в 80-е проводились, уверенно, сейчас еще хуже все обстоит. And perhaps you could include people who don't listen in difficult people. Вы, возможно, людей, которые не слушают, можете включить в круг трудных людей, людей, с которыми сложно. Because they're talking and they're not really interested in what's being said back to them. Потому что люди говорят, но их при этом не интересует то, что говорится им в ответ. It's an expression of ego. Это выражение эго. So 10% of the population are consistently difficult. Так вот, 10% населения систематически люди сложные. And human resources report that 10% of the people they deal with take up 70% of their time. И кадровые службы свидетельствуют, 10% людей, с которыми приходится работать, отнимают 70% времени. Isn't that amazing? Разве не удивительно? And perhaps, whoa, hang on, I haven't finished. And perhaps one can reflect on our workplace or family, a dominant person. Come on, keep it together, you've got 10 minutes. Можно подумать о нашем рабочем месте или о семье, где есть какой-то трудный человек такой один, Who kind of takes up all the space. который как бы собой все пространство заполняет. It's big egos. He's gone. Большое эго. Okay, so I want to really thank you a great deal for being so enthusiastic and joining so willingly on these little exercises. Поэтому хотелось бы поблагодарить вас за энтузиазм и за то, что вы с такой готовностью поучаствовали в этих упражнениях. I want to finish with a meditation. Закончить хотелось бы на медитации. Just a 5-minute meditation before I thank everybody for making this possible. Это всего 5-минутная медитация, прежде чем я поблагодарю всех за то, что
благодаря вам это все стало возможным. Just lower your eyes and relax. Опустите взгляд и расслабьтесь. And take a few deep breaths and resume natural breathing. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов и вернитесь к естественному дыханию. And let the mind settle. Позвольте уму успокоиться. To all the busyness and excitement of ideas and discussion, just let everything settle. Отпуская занятость, возбужденность, вызванную групповым обсуждением, пусть все это успокоится. And first of all, just focus on one aspect of the training that you've received that you found really challenging. Вначале сосредоточьтесь на каком-то аспекте пройденного нами обучения, на аспекте, который показался вам по-настоящему сложным. You would have known it was challenging because you were uncomfortable. Почему он был для вас сложным, как это понять? Вам было некомфортно с этим аспектом. You got angry. Вы, может быть, сердились. You didn't want to get involved. Не хотели этим заниматься. Something upset you. Что-то вас расстроило. That's where to look. Вот к этому и нужно приглядываться. What was it? В чем, что это было за момент? And then being very gentle upon yourself, think of an antidote or technique that you could apply that would help you overcome this barrier. А затем с очень большой мягкостью по отношению к себе подумайте о противоядии или средстве, которое позволило бы этот барьер преодолеть. And this needs great courage. Для этого требуется огромная отвага. Our ego will put up lots of arguments. Наше эго будет выдвигать множество аргументов. So be brave. И потому будьте отважны. Because if you like, we are inner warriors. Ведь, если пожелаете, мы внутренние воины. Recognize the strengths you already have and name them to yourself. Признайте сильные стороны, которые вам уже присущи, и назовите их для себя. Then let all those thoughts settle as like raindrops into your heart. Затем пусть все эти мысли утихнут, словно капли воды, покрывающие ваше сердце. And feel as if that's nurturing your higher self. И посмотрите, напитывают ли они таким образом ваше высшее Я, Your wisdom nature. вашу природу мудрости. And feel that as light. И ощутите эту мудрость как свет. And
And however much you're going to practice meditation in your life, сколько бы вы ни практиковали медитацию в своей жизни, you can at least think, whenever I have some kind of conflict, I will reflect and be quiet and try to be mindful. вы, по крайней мере, можете себе сказать: когда я столкнусь с любого рода конфликтом, я буду осуществлять саморефлексию, вести себя, успокоюсь и применю осознанность. And end the meditation. Затем завершите медитацию. So I think that's when we say that's a wrap, folks. Вот так, вот в этом месте мы и говорим: ну вот и все, ребята. You've contemplated quite a lot over these couple of days. Вы довольно многое обдумали по ходу этих 2 дней. Yeah, lots of different techniques and psychological constructs. Много было разных техник, психологических конструктов. I hope you take away that mindfulness is at the base of all this mind training. И надеюсь, вы уходите с мыслью о том, что осознанность лежит в основе всей этой тренировки ума.